Сегодня Рио-де-Жанейро, и я в прекрасном дне. По планам рыбалочка. Будем ловить рыбку. Вот этими вот руками. Специалисты утверждают, что под водой лучше видно в маске. Поэтому я надену маску. Ну чё, пошли. Экзотика. Enter the world of экзотика. Be a dice of экзотика. Чтобы добраться из Доминиканы на Багамы, где меня ждал парусный катамаран, мне понадобилось 2 самолета. Во втором я летел почти один, рано утром после ночи в аэропорту Нассау. Однокомнатный аэропорт Джорджтауна. Здесь, где-то у какого-то магазина, меня должен встретить Стив, капитан катамарана. Были Багамы сверху, это Багамы изнутри. Таксисты хотели $30 за 10 минут езды до магазина. Я вышел на единственную трассу, махнул рукой, и 2 паренька подвезли меня прямо к магазину, потому что они в нем работали. Все вокруг под цвет моей футболки. Норм. Думаете, чуваки только помидоры с луком продают? Ну все, приехали. Кокосов мне не видать. Шучу, это комнатный полицейский, не дикий. Show your gun. С такой командой не боишься ничего, кроме самой команды. Лучшей парусной яхты на Багамах может быть только парусный катамаран. Паскаль, тот миллионер, для которого я снимал видео для вилл в Доминикане, попросил помочь доставить яхту с Багам до Доминиканы. Можно это сделать за 5 дней, но зачем, если можно сделать не спеша и с удовольствием? Знакомьтесь, это Пеликан, мой новый дом на месяц. Пеликан парусный катамаран 55 футов. Стоит Пеликан сегодня чуть меньше $500 000 американских денег. На катамаране есть все для автономного существования. Солнечные панели, опреснитель соленой воды, удочки и гарпуны, и даже хлебопечка. Куда без хлеба-то? Тут же французы. А это моя каюта. Сори за беспорядок. Если лень выходить через дверь, можно вылазить через люк. Что у нас здесь? Всем не двигаться. Стив обычно живет на нем один. Он работает на Паскале капитаном, возит гостей, в свободное время ловит рыбу, отпускает и катается на кайте. Начнем с рыбалки. Рыбалка для меня, в отличие от Стива, это способ найти пропитание. Но, например, это барракуда. Такую есть нельзя, она слишком большая. Можно отравиться и быстро закончить такое многообещающее путешествие. Лучше ловить не на удочку, потому что в основном попадаются барракуды, а на гарпун, более съедобную рыбу. Гарпуном.
Как говорил наш капитан, акулы тут не опасны. Они размером всего 1,2 метра, и если у вас нет в карманах мертвой рыбы, вам нечего опасаться. Основное правило: если видишь акулу, не стреляй в рыбу. И еще, если не видишь барракуду, она есть. А если нет, то скоро будет в метре от тебя на тебя смотреть. Барракуда — это рыба размером до 1,5 метра и острыми зубами, как у пираньи, с молниеносной реакцией и огромной скоростью до 40 км в час. Барракуды нападают даже на рыб значительно больше себя и откусывают от них куски. Иногда атакуют дельфинов. Прекрасная рыба, я считаю, но тупая. Потом мы нашли трубу, в которой прятались пара десятков рыб, и начали их оттуда выманивать. А вот и ужин. Небольшая рыба, но желтая. Морской окунь. К яхте постоянно что-то липнет, и ее надо чистить. Под водой, конечно. Ветер, спокойно. Еще камера нужна мне. Если вы представляли Багамы с пальмами, то распреставьте обратно. Но кокосовые пальмы будут все равно найдены и обескокосены. В этих бесчисленных островах и заводях не знаешь, что найдешь. Здесь и оставшиеся после ураганов суда, и тайники наркоторговцев. Если слишком тихо и подозрительно, лучше туда не соваться. А то можно закончить как-то желтая рыба. Антуан путешествовал с дроном, но только учился его пилотировать. Пару раз мы его чуть не потеряли. Дрон. И Антуана тоже. Утро на Багамах начинается с доминиканского кофе. Потому что на Багамах не растет кофе. Здесь растут только офшоры. Зарядка. I remember when things were better back then. You didn't have to worry at all but locking your door. Everyone was like your neighbor. Take care of your son and your daughter. We had no bed, so we had to sleep on the floor. Я продолжал учиться управлять парусами и яхтой. Когда-то мне это пригодится. Telling them old time stories like a bookie and Barabi, and sleep to your heart's content till the morning light. My Bahamian thing, catching my fish with my bait and my line, sitting on the rock, everything is fine.
Погода здесь непонятная, как мысли барракуды. Может быть пасмурно и прохладно, а потом бац, солнечно и жарко. Начинаются бесконечно лазурные воды, потому что дно близко и почти белый песок. Никакой подводной растительности, вообще ничего. Водная пустыня. Глубина где-то метра 2-3 и постоянно уменьшается. Кто-то все время должен следить за глубиной. Я на мели. Но это не помогло. Мы застряли в песках, блядь. Вокруг ничего, только пустыня с соленой водой. А мне море по пояс или где-то по грудь. Песчаное дно захватило катамаран, и только оно может отпустить. Если нам не повезет, мы можем застрять посреди моря надолго. Как только катамаран начал немного двигаться вперед, мы запустили двигатели, и веревка от динги маленькой лодки намоталась на винт, сука. Мы со Стивом отрезали ее и отрывали от винта кухонными ножами, ходя по грудь в воде, упираясь головой в дно катамарана, захлебываясь соленой водой, уворачиваясь от надувной 300-килограммовой лодки, которая билась об борт яхты от безнадежности. Мы отрезали и выскребли веревку, намотавшуюся на винт. Катамаран начал двигаться, мы заскочили и снова пытались уйти, но, другая веревка намоталась на тот же винт. Это уже было не смешно. Течение уносило катамаран, глубина увеличивалась и уровень стресса тоже. Наконец-то мы все-таки выбрались из этого дерьма, распрощались с планами выйти в открытый океан сегодня, кинули где-то якорь и поехали на рыбалку. Антуан опять поймал барракуду. Это поменьше и без пятен, значит я ее съем. Хотя Стив предложил ее выкинуть. А я поймал Тилосоруса крокодилуса. Это название его такое, крокодилус. Вот его можно точно выкинуть, маленький еще. Видите скалу посреди моря вдалеке? Туда меня с гарпуном высадили ребята и поехали дальше рыбачить. Между камней я увидел спящую акулу-няньку. Вы знаете эту милую, безопасную акулу, которая почти не нападает и не кусается? Я думал схватить ее для прикола за хвост, но со мной не было GoPro, которая придает чувство безрассудного оптимизма, и я не стал. Я окружил скалу, нашел морских окуней и одного за другим подстрелил гарпуном 3. Каждый раз выкидывая их на скалы, чтобы они не истекали кровью в воде. На всякий случай. Успешно добравшись с рыбой до яхты, я ради интереса залез в интернет, прочитать, в каких случаях акулы-няньки нападают на людей. И оказалось, что в очень редких, когда они спят и кто-то хватает их за хвост. Я вообще-то не фанат рыбы, не люблю вареную, редко жареную, но сырую, только из океана, это другое дело. Те 3 окуня. I show her my Rochi, I show her my Santa Fe, I show her the spider. She jump, she jump, she jump, she jump, she jump, she jump. When she see the froggy, alright. Антуан вообще-то кайтсерфер и купил себе все билеты вокруг света и планировал сделать кругосветку с кайтом. И все бы у него получилось, если бы не это путешествие на катамаране. Jump. Let's go! Woo! Moringa! Woo! Santa Fe, spider. Ох, наконец-то мы выбрались погулять на сушу. Представьте себе спортивные соревнования мирового уровня. Ну вот, мы едем на такие совершенно случайно. Автостопом, конечно. Это ж Багамы. Тут одна дорога и лучший автостоп в мире. Останавливается каждая первая машина. По пути смотрим этот остров, Лонг-Айленд. Это банк, это соленые озера, это разрушенные ураганом дома. Вот типичная багамская растительность. Едем в голубую дыру Дина. Да, так она называется. На мировой чемпионат по фридайвингу. Ветрено, но скала защищает от волн. Голубая дыра.
Это прямо дыра в ландшафте. Пляж как обычный, но с дырой, в которой можно нырять. На 130 метров в глубину, например. Здесь семейная атмосфера. Несколько спортсменов, их близкие и друзья. Можно свободно плавать вокруг, под водой и наблюдать за мировыми рекордами. Надводные, подводные камеры и, конечно, пивко. Это ж Багамы. А это Алексей Молчанов, российский фридайвер, который стал чемпионом мира в том году. А это тоже их смены, скандинавы. Сразу видно, ребята долго путешествуют на яхте. Позвали их вечером в гости на катамаран. Они стоят на яхте недалеко от нас, на которой перешли Атлантику. Есть о чем поговорить и выпить. А пока мы с Антуаном взяли нашу динги, которой научились управлять вчера, и погнали на какой-то мелкий остров, он кататься на кайте, а я рыбачить. Но только доплыли до него, как часть динги сдулась. Хорошо, что не вся. Но надо что-то делать. Капитан на катамаране, а катамаран от нас далеко. Ближе яхта скандинавов. Если будет отлив, лодка может опять засесть на мель, и тогда вообще пиздец, а не как в прошлый раз. У скандинавов есть своя маленькая динги. Мы подумали позвать их на помощь. А сейчас спасательная операция. Скандинавы нам очень помогли. Они взяли тайской еды и коктейли, и еще подержали камеру. То есть не сделали ничего. И мы едем обратно на катамаран наполовину сдутый. Я балансирую динги с одной стороны, и мы молимся, чтобы что-нибудь еще не сдулось. Парадокс состоял в том, что Стив обматерил динги и надул сдувшуюся часть, и она больше не сдувалась. Никогда. Мы решили отпраздновать это едой и бухлишком. Шел прекрасный вечер. Мы пили и смеялись над историей. Пока кто-то в шутку не спросил скандинавов, крепко ли они привязали свою маленькую динги. Оказалось, динги не было на месте. Поднялась паника, половина населения лодки почти протрезвела, а другая половина не могла остановиться ржать. Был найден фонарь, заведен мотор нашей новопочиненной динги, и ночная поисковая команда бросилась на поиски. Спасательная операция. Вторая за сегодня. Каков шанс найти маленькую лодку в океане ночью, которая отвязалась сама где-то час или два назад? Шансов очень мало. Это невозможно для трезвых людей. Через час поисков поисковая команда вернулась с победой. Рассвет. Нахера я так рано встал? Пойду еще посплю. Игра «Поймай барракуду и не выпади за борт». Главное, чтобы скотч не подвел. Барракуда слишком большая и вообще уже надоела. Отпустили. Еле прорвались через песчаный насып, прямо на скорости, как на санках.
и проскочили в естественный канал, проделанный морскими течениями. Главное выбраться отсюда потом. He's bonefish Foley. He's so meek and lowly. Bonefish Foley. He's the one and only. Я сломал гарпун, вода мутная, лазил по скалам, скользко, они крошатся, вокруг мангровые заросли и акулы. Следующий день был тут же, но не рыбным и унылым, и даже пошел ливень. Поймали только 2 конгов. Like US President Nixon, he's legendary. He's bonefish Foley. Man so meek and lowly. Bonefish Foley. He's the one and only. На Багамах даже пиво называется пески. Standing at the shoreline as he cruise on in. Hear the put off his boat engine. Seagulls gather to feed as they clean. The catch of the day, both fat and lean. Now bonefish Foley. Oh, he's so meek and Кому-то lowly. не повезло, а нам повезло. Стив нырнул с гарпуном ловить рыбу, но сказал, что там акула. Мы прыгнули с Антуаном посмотреть. Bust right up. Come on. Если не думать о том, что в этих местах каждый год налетают ураганы, а в остальное время страшная жара, вокруг могут быть акулы и точно есть тупые барракуды, утро в таком месте прекрасно. On the speedboat, little island bar, where they play domino. Поплыли, посмотрим, что за местность. Песочек. Видите эти раковины? Это бонги. Они вкусные. Только надо найти полные. Это все пустые. Again, you're drunk again. It's the weekend. You drunk again. Потом мне позвонили и предложили один проект в Европе. Я, конечно же, нашел на берегу кокосы и начал доставлять их на катамаран. Все было прекрасно, пока я в 2 метрах от себя не увидел большую барракуду, которая начала меня преследовать. Ты приплыла мстить? Мы ее пытались поймать, но она откусила наживку с крючком и уплыла нахер. Если у яхты есть мачта, я предпочитаю на нее залезть. Высота 24 метра. Это примерно 8-этажный дом. Норм. Красота. Следующим днем мы поплыли исследовать заброшенный дом и собрать еще кокосов. Весло – это лайфхак на случай змей и пауков. Босиком как-никак.
сорвал кокос попить и пошли смотреть дом. Багамы всегда страдают от ураганов. Люди покидают дома, оставляя все, что есть, и все заносит песком. Это кухня, холодильник и ливинг-рум. Выйдем на террасу. Прекрасный вид на море и наш катамаран. Фильтр для воды. Книги и безделушки с книжной полки. Посмотрите на одежду на вешалке, все осталось нетронутым. Немного рома и бренди, и сразу закуска. Потом нормальной высоты пальма, где-то метров 9. I'm in love with the cocos. I'm in love with the cocos. I got it from a Lolo. Hi. Yeah, baby. Не все лазурно и безоблачно на Багамах. Суровая реальность охлаждает твой пыл и на берегу, и в море. Дождь — это не страшно, а гроза опасна тем, что мачта катамарана самая высокая херня на всей плоскости океана в данный момент, и даже возле каких-то островов, потому что острова в основном плоские, без деревьев. Если молния ударит в катамаран, в лучшем случае вся электроника сгорит нахрен. В худшем мы тоже сгорим. Отличные перспективы. Посмотрите на цвет воды, это открытый океан, тут глубина где-то 4000 метров. Погода всегда непредсказуема. Шел ливень, потом солнце, потом опять ливень. Катамаран тоже непредсказуем на волнах. Можно упасть, как я, на жопу, или серьезно повредить колени, как случилось с Антуаном в этот день и Стивом еще до того, как мы прилетели. Я на всякий случай, используя последний интернет Багам, купил себе страховку онлайн. Одна радость, в первый раз поймали тунца. Перед заходом в порт Стив проверял наличие рифов. На картах их не показывают, а врезаться в риф — это вам не в песках застрять. Вроде норм. Бонги пришлось выкинуть. В пути не было времени приготовить, и они испортились. А жаль. Впереди длинные переходы в открытом океане. Мы постоянно убегали от дождя.
Останавливались в каких-то местах с рыбой и с акулами. Это уже покрупнее. Рыбу гарпуном не постреляешь. Опять. Смотрите, Стив плывет, оглядывается. Акула размером с него. Непонятное чувство. Вроде там акула, а ты плаваешь над ней. И страшно, и интересно, и страшно интересно. Вот там морские скаты, акул не видно. Это вроде не опасные скаты, но пугливые. Уплывают от меня, когда ныряю. Вроде они не опасные, не электрические, но это не точно. Главное далеко от катамарана не уплывать и плавать в шапочке из фольги. А это лучший закат в моей жизни. Камера абсолютно не передает того, что там творилось. Мы долго не могли поверить в реальность происходящего. Даже Стив, капитан, который живет на яхте, охренел от увиденного. So lonely, the one is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind. Это необычный и странный остров – Маягуана. Бразильский историк утверждал в 1824 году, что это первый остров, где высадился Колумб. Рисунок камней, как кости людей. И много улиток, больших. А улитки живут хорошо там, где много падали. Совпадение? Не думаю. О, краб. О, похоже на мозг. Примерно такого же размера, как у меня. Нахер мне мозг. Если за каждым камнем вы ожидаете увидеть акулу, вы понимаете мои ощущения. Обожаю волны, толкающие на эти прекрасные скалы. О, краб. Ужин собран, осталось одно маленькое, но важное дело. Нужно поставить памятник. Или два. А потом спрашивают, кто Стоунхендж голыми руками построил. Ради искусства и не такое сотворишь. Теперь рыбы ловят Стива. А потом я поймал Джека. Но так как Джек невкусный, мы его отпустили. И выпили другого Джека, вкусного. Как люблю, так и ненавижу ночные переходы, когда нужно стоять на вахте, пока все спят. Если выпасть за борт, то уже никто не найдет. Потому что под нами 4000 километров воды, и вокруг нет островов, и ночью акулы активнее. Но зато я помню, провел прямой эфир на Фейсбуке. Правда, ничего не было видно, но мне была видна луна. На часах. Мы с вами покидаем Багамы и направляемся в незнакомый доселе Теркс и Кейкос. Все завязано. Океан пока добрый.
Доброе утро, блядь. Я до сих пор не спал, часов в 5-6 утра. Наконец-то утро, и я вижу такое. Нам прямо туда и обойти это нельзя. Это просто стена дождя, а внутри нее творится какой-то ад. Норм. Пойду посплю. Это был просто пиздец, и мне некогда было снимать. Новая страна, или почти желтый флаг, ну почти флаг, но желтый. Каких-то 8 часов отвращения к жизни, и к середине дня снова отличная погода, и жизнь снова удалась. Единственное, что надо сделать, это зарегистрироваться в Turks и Caicos. Мы не хотели изначально, но так как Антуан почти сломал колено и еле ходит, он созвонился со своей страховой, и они пытаются найти больницу для операции. Мы где-то бросили якорь и на Динги поехали регистрироваться. Снимать тут нельзя, поэтому я как бы не снимаю. Какая прекрасная дыра. До завтра стоит $100. Ни хера себе. Потом нас послали в другую часть острова за иммиграционными документами. Гениально. Поймали какого-то мужика на машине, он обещал взять денег только за бензин, а оказалось дороже такси. Поставили печати, что мы уже завтра уехали. Отлично, люблю путешествия во времени. Отвезли Антуана в больницу, но там что-то не получилось. Динги осталась одна на пляже, пока мы катались по острову. Я до сих пор удивляюсь, как она оказалась на месте, когда мы вернулись. Мы абсолютно зря потратили время и деньги на регистрацию, потому что с коленом и больницей ничего не получилось. Спасибо страховой компании. Идиотизм. In Blue Hills, the Vine and Vikings, the most beautiful music ever hear. It's a breaking straight sound straight from the islands. Oh, come join the fun, this Provo Festival with tropical impulse and your island boys. So welcome to the islands. Welcome to the Turks and Caicos Islands. Welcome to the islands. Welcome to the Turks and Caicos Islands. Oh, welcome, welcome to Provo, Island Paradise. This is the place to wreck and script. Oh yeah, come on now. I wanna see everybody sculling. Потом нам повезло поймать красивейшую рыбу – махи-махи. Yeah, why not? You want to keep it? Of course. Yeah. And a knife. Where's it? Oh shit. Но махи-махи повезло больше. Run. Как говорил классик, хочешь жить, делай махи-махи нахер. Как вам, какого цвета чайка? Голубого или белого? Мы бросили якорь где-то у богом забытого необитаемого острова. Последнего острова Turks и Caicosов. Связи нет. С одной стороны острова море, а с другой уже океан. Выбрался я на необитаемый остров. Посмотрим, что тут есть. Что? Куда показывает Стив?
идеальное место для барракуды. Вода в луже просто кипяток. Это гнездо какого-нибудь орла. Чего нужно бояться в шлепках на необитаемом острове, так это наступить на змею. Скалы очень острые, поэтому я надел тапки. Похоже на бывшую доску уиндсерфера. Не повторяйте такое в домашних условиях. Все трюки проделывает профессионал. Ежи тоже острые. Тогда я еще не знал, что их тоже можно есть. Черт, вокруг везде вода. Я в западне. И вот результат. Акулам понравится. Хорошо, что Стив не забрал каяк, и не надо плыть обратно, а то как-то стрёмно с таким порезом на ноге. Интересный остров, надо прогуляться завтра поподробнее. А вот и завтра. В таких путешествиях на яхте чаще всего ты один на один с собой. И если ты не умеешь наслаждаться одиночеством и природой, в таком путешествии тебе делать нечего. Чтобы вы понимали, весь мусор и пластик на этом острове не с этого острова. Океан приносит сюда все барахло, что только можно придумать. Кокосовых пальм тут нет. Попробую посадить этот кокос. Надеюсь, приживется. А это крутейший, почти новый краник. Такой может стоить 30-50 баксов. Опа, клад. Не, херня какая-то. О, футбольный мяч. Весь в острых ракушках. Наверное, крабы играли. Walking down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. Тут было единственное здание на острове. Наверное, туалет. Age of old, the age of gold, the age of music smells. I hear their dog as I walk and I hear their dog. Когда футбольная команда твоей страны, как всегда, проигрывает, а ты не любишь футбол, и ТВ, и вообще людей. Прекрасный остров, я считаю. Sound of reggae. I'm alive. I'm alive. Eu vivo muito vivo, 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 vivo. О, вижу там баскетбольный мяч. My belly, 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 belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Хороший, качественный мяч. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive. Eu vivo muito vivo, vivo, vivo in the electric. Тут главное быть осторожным и не упасть. Внизу острые скалы. И высоковато. Никогда не играл в баскетбол, но никогда не поздно начать. Сегодня я главный баскетболист этого Тёркайкосского острова, и не потому, что единственный. I'm alive. Walking down Portobello Road to the sound of reggae. Нет, не могу. Привязался я.
their dog as I walk and I hear they talk. I hear they say, expect the final blast. Walking down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. По пути обратно я немного волновался и внимательно смотрел по сторонам, помня о вчерашнем порезе на ноге. И вообще-то не очень-то удобно плавать в обуви и в футболке. А вот вам еще барракуды, вы же скучали по ним. Ей нужно пару секунд оклематься, а потом она опять готова откусывать хвосты, куски дельфинов и ваши пальцы. Ах да, я конечно же оставил памятник балансу. Это не кастрюля маленькая, это улитки большие. Мой авторский рецепт теркайкосских улиток. Выпущу кулинарную книгу скоро, наверное. Чисто про улиток и барракуд. Потом мы высадились на берег, чтобы просто насладиться сжиганием кое-каких документов, вином и костром перед длинным 26-часовым переходом в открытом океане с необитаемого острова в Доминикану с экипажем в 3 человека, один из которых повредил оба колена, другой, капитан, одно колено и плечо, а мне повезло, поэтому я работаю с парусами и сижу ночные вахты. Мы снова день продирались через песчаную пустыню, уже Теркс и Кайкосов. Потом шли ночь. Потом еще день. И вот. Зеленые, пальмообильные берега Доминиканы горят. Мы пригнали катамаран прямо к вилле Паскаля. Уставшие, почти не спавшие, но довольные, мы выгрузили Антуана на берег, и он поехал в столицу делать операцию на колено. А мы со Стивом узнали, что ни хера не закончилось. Нам надо в другое место, а оттуда еще в другое. Опять идти ночь часов 8 на другой конец полуострова. И обратно. Блин. Зарегистрировались, не без мозготраха, конечно же, и свалили обратно. О, похоже на задницу. В этом вся Доминикана. На желтом катамаране таможня приехала проверить яхту. Красивый корабль. Жаль, что его потом угнали. Антипираты. Доедаю последнего тунца, второго, которого я неожиданно поймал уже в Доминикане. Хотя говорили, что тут хер что поймать. Черепашечка яйца. Это все багаж Стива. И это, и это, и это. Пора выключить. А вот и велосипед. Единственный нужный велосипед на яхте. Чувствуете? Вечер пропитан печалью. Все почти уехали. А я остаюсь на катамаране один. Еще неделю. Хозяин бросил лодку и умотал куда-то во Францию, наверное. И вот. Так вот. На самом деле, я задолбался. Ох, ой, бля. Дальше будет чуть поскромнее. And don't look in the camera like. Yeah, I'm filming. Oh, you don't have any emotions. Play. Drugs in the freezer, money in the arena, none in the re-up, I can get it re-up, I can chillin' in the Minko, looking like a Lego, looking like a casino, rollin' up a Rico, puttin' in work, then we puttin' in
я уже купил билет в Мексику. Мне срочно нужен какой-нибудь город. Например, крупнейший город в Латинской Америке – Мехико. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión.